Привет, друзья! С удовольствием объявляю начало видео дневника поршевода. Серия «Как мы восстанавливаем Porsche 911». Если вы вдруг не в курсе, не так давно я разложился на платной трассе, разбил свой автомобиль. И в одном из предыдущих роликов вы сами голосовали, восстанавливаем мы автомобиль или мы его списываем, распиливаем и продаем. И, конечно, лайков было сильно больше, приятно. Я приехал на пересечение Новорижского шоссе и МКАДа. Здесь находится Штутгарт гараж. Ребята, к которым я в первую очередь обратился, и они были единственные, кто откликнулся, потому что я разбился в воскресенье, ни один сервис не работал, они работали. И единственный вариант у меня альтернативный был ехать к официальному дилеру, но я сразу понимал, что где я буду делать дефектовку, там же будем автомобиль и чинить. И сейчас мы узнаем, что с автомобилем не так, что нам предстоит делать. И это, конечно, грустно с одной стороны, потому что это до хрена стоит. С другой стороны, пошла жара уже хорошо. И я придумал много всяких интерактивных элементов, так что вам будет интересно. Погнали! Так, где-то тут машина, с ней пока еще ничего не делали, заказали детали, и очень интересно узнать, какие там последствия, потому что выглядело все неплохо. Я и писал в Твиттере, что ремонта там, на 300-500 тысяч рублей. Потом вы знаете, что все было весьма грустно. Но насколько? Сейчас узнаем, ребята нам, надеюсь, расскажут. Вот она, подъемничек стоит. Привет. Печальненько. Выглядит не так ужасно на самом деле. Как сказать? Не, я так вижу, что вот какие-то элементы даже остались более-менее невредимыми. Я, честно говоря, думал, что перед сильнее пострадал, потому что вот эта вот защита усиления под бампером вроде как живо. Но мой взгляд максимально обывательский. Что тут с точки зрения профессионала, который разбирается в этом всем? Часть машины не попала в аварию, да, она осталась целой. А вот эта часть, это радиаторы, куда пришелся удар непосредственно там, где, смотрю, отбойник был. И по подвеске рычаги. Его просто оторвало, да? Его оторвало. Ага. Два рычага, продольный, поперечный, сам стабилизатор, косточка стабилизатора. Так. Уже не подлежит ремонту. И редуктор. Ага, но он цел, его просто немножко... Он цел, он слетел с крепления, крепление отломанное, приводной вал даже оттуда. Он, соответственно, даже выскочил, и он тоже по замене. Его порвало, и шлицев больше нет. С этой стороны не так ужасно, но я смотрю, что рычагу тоже хана. Да. Ага. С этой стороны также рычаг. Они алюминиевые на шаровом соединении, то есть нет цилинблока, все на ШС. Так, это, опять же, поэтому не самое страшное. Поэтому, собственно говоря, рычаги в любом случае будут новые, но покупать рычаг БУ, это, соответственно, уже... Это управляемость автомобиля, все основные вещи. Это уже будет не Porsche, я думаю, какой-то колхозинг. Это будет не Porsche, это будет Porsche. Да. Это тогда никакого понта нет. Я не ожидал, что это все стоит каких-то безумных денег, потому что, окей, рычаг, окей, там еще что-то. Но когда это все складывается, выходят безумные цифры, просто безумные. Причем еще даже вот ходовая, казалось бы, она не такая злая. Крышка чертового багажника, который капот, 500 тысяч рублей, просто железка за 500 тысяч рублей. И я всем это рассказываю, все таки да ладно, ты гонишь. Вот так. Это восстановимо. А что с двигателем? Потому что то, что он находится отдельно от автомобиля, меня немножко смущает. Или он демонтирован он был для облегчения кузовного ремонта, так скажем, задней частью, та панель, которая согнулась. Соответственно, демонтировали глушитель, он пострадал очень серьезно. И, соответственно, в свою очередь, турбина. Турбина, левая турбина, она даже сместилась на коллекторе, на своем коллектор тоже по замене. Гнула ему вот эту голову вместо крепления самой турбины. И крыльчатка, если ее вручную покрутить, она подклеивает. Это то, что да, то, что, соответственно, нагнетает воздух, да. А в каком виде это меняется? Это целиком турбина, соответственно, все уплотнения здесь также по замене. И вот эта часть горячая, холодная часть и горячая, она меняется в сборе. Пришелся удар, соответственно, разъехался глушитель, как видно, гармошка разъехалась полностью, и развернула турбину. А правая цела? Правая целая, единственное, по коллектору был тоже небольшой удар по низу, мы заменим там только коллектор. А правая турбина целенькая. Целенькая, отлично. И крышка двигателя также на ГРМ, она... В ней была трещина. Благо это не само основание, а только этот элемент маленький. Он, соответственно, просто раскололся. Да. Турбина, наверное, стоит денег.
Я уж забыл эту табличку, не вспоминал бы никогда с ценниками на все вещи, но помню, что турбина меня в шок и трепет не вогнала, значит, какой-то адекватный прайс на эту деталь. И я помню, что еще какая-то история была с шестеренкой, вроде что шкив погнул, да, то есть это для меня это шестеренки. Шкив ГУР, Ага. соответственно, по нему небольшой удар, это может потом привести к выходу из строя ремня приводного. Ага. Соответственно, постоянно будет здесь тереться, да, его заменить, но он дешевый, это порядка там 3000 рублей Ага. максимум за новый. А в целом двигатель как бы живой? Да, в целом по двигателю удар не пришелся. Отлично. Ну вот, видите, все не так плохо. Уже становится позитивно и вполне себе можно жить. Потому что многие писали, да продай ты эту машину, она все уже дальше не поедет и так далее. Нет, интересно именно восстановить ее, потому что для меня, как для человека, который занимается в большей степени гаджетами и никогда с машинами вот на таком уровне дела не имел, это очень-очень интересный опыт. И я уверен, что многие из вас, посмотрев эту серию, тоже для себя что-то новое интересное узнают. У меня была тема, что я хочу купить автомобиль, бэушный Porsche, немножко его потюнить, когда у тебя есть не так много денег, но ты хочешь зажигать и так далее. Вот дозажигался, теперь будем ее чинить. Ну и самое-самое печальное, конечно, для нас, это задница, потому что основной удар пришелся именно в нее. Да, эта панель меняется, соответственно, крылья и часть лонжерона мы потянем. Вытянем ее на стапеле, сделаем ее как новую, также подкрасим ее изнутри, чтобы это не вызывало там при открытии крышки какого-то ужаса. Самое главное, мне кажется, многие спрашивали, это то, что не повело кузов, я имею в виду геометрию, там закрываются двери, ощущение, да, нет, что все как бы окей. Нет, по всем точкам, да, автомобиль целый. Единственное, что вот эту часть с крепления самого усилителя и вот кусочек этого лонжерона, но это все поправимо, это ерунда. Это, в общем-то, не страшно, да? И на жесткость конструкции, нет, на управляемость, условно, вот это влияет никак не будет, да? Это просто... Подрамник с рычагами гораздо дальше, чем это. Ну да. Ну его и не затронуло, то есть переживать не нужно. То есть задние рычаги не погнуло, ничего, они живы, целые, нормально. Ну окей. Я вот смотрю сейчас и понимаю, что колеса, конечно, уставшие немножко. Они, судя по маркировке 2013 года, и знаете, что самое забавное? Я хотел их поменять. Я реально думал, что автомобиль, если просто не все знают, кстати, забавно, что 911, он воспринимается многими, типа 911. Это автомобиль 2007 года, он достаточно уже старый, 10 лет. И он интересен был тем, что умудрился как-то откататься всего с двумя хозяевами. Он с 2007 по 2010 ездил в Америке, это еще и американская версия, а с 2010 по 2017 был один владелец, который на ней ездил летом, и за все это время у нее пробег 70 с гаком тысяч километров, не миль даже, километров. Поэтому я ее и брал с учетом того, что какие-то агрегаты мы поменяем, а остальное можно вполне себе тюнить и дальше как-то развивать. И вот резина. Оказалось, что разноразмерная резина, ее хрен добудешь в магазине в одном сразу весь комплект. Есть, где есть задние 2 колеса, 2 передних колеса. И я такой, ладно, через недельку поменяю. Вот через недельку не случилось, потому что разложились. Поэтому колесики поменяем тоже. Ну и, собственно, удар был, по-моему, в переднее правое колесо, да, с диском. Да. Он, соответственно... Диск тоже пострадал. Под замену, ну и восстанавливать ее в сток какого-то удовольствия нет. Потому что все это дорогое занятие. И есть идея поменять колеса, поменять обвес, чипить, тюнить и так далее. И об этом будет самая, наверное, интересная серия. Но для того, чтобы все это начало хотя бы кататься, потому что сейчас она на тележке, нужно ее хотя бы восстановить по подвеске, а дальше уже дело техники. Возникает вопрос, что мы будем делать первым? Ремонт подвески спереди и справа, все рычаги, амортизатор, который оторвался, также мы его поменяем. То есть она должна действительно начать кататься на своих 4 колесах. Я думаю, что мы с вами выберем дизайн дисков, потому что у нас интерактивный, абсолютно необычный формат.
Да, для меня это первый опыт, поэтому поддержите нас лайком. Я думаю, что мы по ходу разгонимся и сделаем вам красиво. Но мы сами с вами выберем и цвет, и колеса, и какие-то другие элементы обвеса. У меня есть какие-то, конечно же, идеи, но прикол-то в том, что вы сами проголосовали за то, что мы восстанавливаем эту машину. Давайте вместе сделаем ее прикольной. Поэтому все, что касается возобновления ее какой-то жизнеспособности, это неинтересно, а интересно это колеса. И давайте так, я сейчас вам буду показывать всякие картинки, вы будете говорить вот эти или вот эти, и в группе ВКонтакте по ссылочке в описании вы найдете голосовалочку, выберем с вами дизайн дисков. Единственное, что я для себя ставлю, это то, что они будут черные. Но хочется мне черные диски. Многие считают, что это типа фигня, отошел на 20 метров, колес не видно. Соглашусь, но хочется валить черные колеса. А вот дизайн давайте выберем. Не хочется отсюда уезжать, оставлять свою машинку, но я знаю, что она в хороших руках. Ребята из Stuttgart Garage специально для моих подписчиков сделали офигевшую скидку 13%. Такую с улицы вы не получите. А если мы говорим о Porsche, как вы поняли, это уже неплохие деньги. В этой серии мы узнали, что с машиной все плохо, ее начнут сейчас делать, и в следующей мы уже подумаем, как же ее дальше тюнинговать. В первую очередь это все для вас, так что поддержите нас лайком, пишите в комментариях свои идеи, присылайте их мне в социальные сети, Твиттер, Инстаграм, ВКонтакте, на почту, пожалуйста. И я надеюсь, что у нас все получится круто. Я верю, что это будет действительно интересный, интерактивный проект, еще раз, в первую очередь, для вас. Совсем скоро увидимся. Пока!